Биржевые паевые фонды, ETF, продолжают увеличивать свою долю в портфелях розничных и институциональных инвесторов уже более 30 лет. Появившись на свет в начале 90-х годов прошлого века, они стали главным инструментом последователей современной портфельной теории Гарри Марковица, предпочитающих пассивное инвестирование в индексные фонды. Зачастую инвесторы отождествляют биржевые фонды ETF и классические взаимные паевые фонды, считая, что главное отличие заключается в пассивной стратегии у первых и активном управлении позицией у вторых. Однако, такое умозаключение может быть ошибочным. Биржевые паевые фонды могут быть активно управляемы, в то время как некоторые классические ПИФы могут держаться пассивной стратегией с относительно невысокими комиссиями. Главное же отличие исходит из самого процесса выпуска и погашения паев. Исходя из технических особенностей, динамика цены ETF может кардинально отличаться от динамики цены классического фонда, несмотря на привязку к одному и тому же бенчмарку. Меня зовут Дмитрий Ватропин, я финансовый аналитик, и в этом эпизоде мы разберем механику работы биржевых инвестиционных фондов ETF. Биржевые фонды ETF делятся на паи, иногда их называют акциями, которые также обращаются на бирже, как и ценные бумаги, входящие в их состав. Однако, в отличие от акций, фонды ETF не проходят процедуру первичного размещения – IPO. Вместо этого, с помощью так называемого авторизованного участника, агента, паи фонда постоянно имитируются и погашаются управляющей компанией – спонсором. Понимание этого механизма даст понимание основных преимуществ и рисков такой формы коллективного инвестирования, как биржевой инвестиционный фонд. Давайте раскроем этот механизм по этапам. Представим себе инвестора, который захотел вложиться в ETF. Он подает поручение своему брокеру на покупку паев выбранного фонда на бирже. Брокер выставляет заявку на рынок и приобретает паи у другого инвестора, который также выставил встречную заявку на продажу по той же цене у своего брокера. Сделка проходит клиринг на бирже, и инвестор получает на свой счет паи биржевого фонда точно так же, как если бы он купил акции. На этом этапе спонсор вообще не вовлечен в процесс. Менеджеры спонсора не знают, что инвестор приобрел паи фонда и не получают приток денежных средств для распределения по активам, как это бывает в случае с классическими фондами. Паи фонда просто переходят от одного инвестора к другому через биржевой клиринг. Внимательный инвестор задастся вопросом: если паи фонда ETF переходят лишь от инвестора к инвестору, а процедура IPO отсутствует, откуда же они берутся изначально? Единственными участниками, кто может инициировать процесс эмиссии и погашения паев ETF у спонсора, как раз и являются агенты. В качестве агентов выступают институциональные инвесторы. Как правило, это брокеры, дилеры, маркетмейкеры. По запросу агента спонсор может имитировать паи фонда, которые затем передаст ему по внебиржевой схеме. Однако взамен имитированных паев фонда агент обязуется поставить определенный набор акций, который публикуется каждый день менеджерами спонсора. Процесс обмена действует и в обратную сторону, когда агент предъявляет к погашению паи фонда ETF, а спонсор расплачивается за них акциями. Транзакции между агентом и спонсором, как правило, осуществляются в крупных объемах – около 50 тысяч единиц за один раз. Корзин акций или паев ETF. Набор акций, который публикует спонсор, называется корзиной и зависит от выбранной стратегии. Например, корзина ETF на индекс ММВБ будет состоять из акций, входящих в этот индекс. Порядка 40 штук на дату записи этого видео. Эта корзина также является ключевым портфелем для оценки внутренней стоимости пая фонда, основываясь на цене каждой отдельной бумаги. Если корзина акций стоит 3000 рублей, а один пай фонда 3010, мы можем сказать, что ETF торгуется с премией. Если наоборот, суммарная стоимость всех акций в корзине равна 3010 рублям, а пай фонда стоит 3000 рублей, то ETF торгуется с дисконтом. Если они равны, ETF торгуется по справедливой цене. Важно отметить, что корзина акций при создании очередной порции ETF может отличаться от корзины акций при погашении. Дело в том, что за период между созданием и погашением паев фонда спонсор может изменить набор акций в соответствии с заявленной стратегией. Если было принято решение убрать акцию А из набора корзины, то в очередном списке, публикуемом спонсором, будет уже новый набор активов, исключающий эту позицию. Весь процесс создания и погашения паев фонда ETF можно свести к поддержанию агентом рыночной оценки одного пая к стоимости корзины акций, публикуемой спонсором. Если цена пая ETF становится ниже стоимости акций в корзине, то он торгуется с дисконтом, а если выше, то с премией. Как уже говорилось ранее, инвесторы покупают паи ETF на бирже.
Цена, которую платит каждый инвестор, образуется рыночным способом за счет баланса спроса и предложения. Если спрос превалирует, цена пая ETF начинает расти, появляется премия. Агент, видя потенциальную возможность для арбитража, покупает необходимый набор акций на бирже, одновременно продавая эмитированные паи. Он может делать подобные продажи без покрытия, так как спонсор будет обязан поставить ему новые эмитированные паи фонда взамен корзины акций по списку в конце торгового дня. За счет увеличения предложения на паи и роста спроса на акции, создаваемая агентами и маркетмейкерами на рынке премия сокращается, стремясь к минимальным значениям. Этот процесс работает и в обратную сторону, в случае с дисконтом. Если паи ETF торгуются на рынке с дисконтом, агент начинает их покупать, продавая акции из корзины погашения на бирже. Однако агентам не всегда выгодно инициировать операции выпуска или погашения паев. Существует так называемый арбитражный гэп. Это определенный уровень дисконта или премии цены пая к стоимости корзины акций, при котором сопутствующие издержки агента будут выше полученной прибыли от описанной ранее транзакции. То есть, это такой уровень разницы в ценах на корзину акций и пай ETF, при котором операции агента станут для него убыточными. Главным образом этот гэп зависит от разнообразия входящих в ETF активов и, конечно же, их ликвидности. Чем больше акций в стратегии спонсора и чем меньше их ликвидность, тем больше арбитражный гэп. И тем больше дисконта или премию будет дожидаться агент, прежде чем выйдет на рынок с операциями. По многим ETF инвестор может сам узнать величину премии или дисконта на заданную дату. Для этого достаточно открыть соответствующий раздел на сайте спонсора, посвященный характеристикам выбранного фонда. Благодаря такому механизму работы агент фактически берет на себя все сопутствующие расходы по покупке активов для фонда ETF. Инвестор платит лишь рыночный спред между ценой покупки и продажи паев на рынке. Этот спред напрямую зависит от арбитражного гэпа, а значит и ликвидности, входящих в фонд бумаг, их разнообразия и количества агентов-маркетмейкеров у спонсора на рынке. Важно отметить, что инвестор заплатит комиссию, заложенную в спред, только при входе или выходе. Если инвестор выбрал для себя пассивный формат инвестирования – buy and hold, то он фактически снижает эту комиссию вдвое. Еще инвестор заплатит так называемую административную комиссию. Это сбор спонсора, который должен покрыть расходы на формирование и поддержание стратегий. Эта комиссия зависит от многих факторов и может варьироваться от десятых и сотых до нескольких процентов. Кроме вышеупомянутых комиссий, динамика цены пая ETF на бирже может подвергнуться так называемой ошибке слежения. Это разница в доходности индекса, бенчмарка, и пая биржевого фонда до уплаты комиссии за выбранный отрезок времени. Она может быть как отрицательной, так и положительной. Ошибка слежения может возникнуть в результате различных факторов, таких как неполная репликация индекса, торговые задержки, низкая ликвидность активов, повышенное влияние на рынок и так далее. Как показывает практика, динамика эффективных фондов ETF отстает от своих бенчмарков, то есть индексов, примерно на размер административной комиссии. Управляющие компании заинтересованы в снижении ошибки слежения и административной комиссии, повышая таким образом свою конкурентоспособность. Давайте подведем итог. Главной особенностью биржевых фондов является сам процесс эмиссии и погашения паев. В отличие от классических фондов, паи ETF создаются и погашаются спонсором постоянно, а процедуру инициируют агенты. Агенты – это связующее звено между спонсором и биржей. Именно они ответственны за поддержание ликвидности инструмента и его справедливой оценки относительно входящих в него активов. Паи ETF часто торгуются с премией или дисконтом по отношению к корзине акций, который напрямую зависит от сложности стратегии и ликвидности составляющих. Благодаря такой непрерывности механизма эмиссии и погашения, ETF позволяет, первое, снизить издержки инвестора, ведь он заплатит только комиссию за администрирование и спред. Второе, значительно увеличить ликвидность. Паи ETF можно купить и продать в один и тот же день. Третье, приблизить цену пая фонда к стоимости входящих в него активов. Четвертое, упростить задачу торговли целым индексом. Не только для покупки, но и для продажи без покрытия. Пятое – повысить прозрачность инвестиционной стратегии. Напишите в комментариях свой опыт использования ETF, а если это видео показалось вам полезным, поделитесь им с хорошим человеком. Разумных вам инвестиций!